Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и давайте сразу сходу. Видео не нацелено на аудиторию защитников сексуализированных тяночек в игре, ровно так же, как если вы дико любите Marvel Rivals, не хотите видеть в нем проблем, закрывая на них глаза, потому что такое часто бывает, то тоже мимо. Да-да, я злая фемка, запрещаю сексуализированных женщин в играх и вообще проплачиваю компаниям для этого, и да-да, страшная, толстая, небритая, воняю. Что еще? Хз. Anyway, я подобные комментарии даже читать не буду, можете не стараться. Те, кто меня знают, те в курсе о том, какая направленность этого канала, да, и уже можно было заметить, да. А те, кто нет, я на самом деле довольно добрая и как бы не хочу вас отпугивать, но раз вы попались именно на это видео первым, будем знакомы. Честно, я не собиралась даже думать снимать про эту игру что-то, пока меня не попросили об этом пару раз. И первая мысль, когда я села писать, была что-то типа: а что вообще сказать про эту азиатскую помойку с кучей фан-сервиса? Там даже отзывы сами за себя говорят. Ну ладно уж, раз начала, раз села, погрузилась в это, то будем страдать вместе. І чомусь думаєте, що пронесе. Ні. И нет, речь не будет идти о том, что это за игра, как в нее играть, или любые другие положительные. Если они там вообще есть стороны, мне, честно говоря, насрать, потому что я как минимум за своих принципов в нее играть бы не стала, и принципиальность у меня довольно сильная. Так вот, а во-вторых, видосов с тем, как по геймплею эта игра и по техническим частям, их и так валом, и при желании их можно найти, плюс отзывы в Стиме. Кстати, маленькое такое отступление про компанию разрабов, что делали игру. 9 сотрудников компании NetEasy Games были арестованы по обвинению в отмывании денег. Их мошенничество оценивается почти в $140 миллионов, и среди арестованных есть 2 высокопоставленных сотрудников, глава отдела киберспорта и директор издательского подразделения компании. Это я к чему? Помимо информационного контекста, на самом деле у разрабов довольно много проблем в этом плане, и это кроме коррупции, не считая странных увольнений штабов разработчиков США и плагиата. И многие люди, зная их, плохо относятся к разработчикам. Часто бывало такое, что NetEasy Games тупо создавали игру, какое-то время поддерживали ее, чтобы вымотать побольше денег, потом просто прекращали поддержку. За такое отношение у них уже есть репутация, как очень жадных людей, что в итоге просто перекидываются на другие игры, выматывая деньги уже там и так по кругу. Сразу давайте с основ. Не то, чтобы я сильно хочу снова и снова повторять это заново, потому что я реально уже дофига раз это говорила, и у себя в Инстаграме упоминала, и посты писала уже как 3 года назад и больше. Ну ладно, фиг с ним. А мужчин тоже. Излюбленная фраза мужиков на самом деле, но нет, мужчин не тоже. Мужчин не сексуализируют и не объективируют, тем более систематически. Мужчинам разрешено быть людьми в играх и жизни, в отличие от женщин, и многие, кажется, путают это с брутализацией. Сразу вот эта картиночка вспомнилась, кстати. Маскулинные ли они в этой игре? Ага. Брутализируют ли их? Ага, накачанные словно обкололись везде, где можно протеином, тоже ага, нелепо выглядит, на мой вкус очень. Но все по стандартам азиатских игр, в целом я не удивлена. Только вот сведены ли они до функции возбуждения? Нет. И сравнивая женщин и мужчин в этой игре, мы можем увидеть четкие различия, которые, кстати, даже многие мужчины и сами увидели. Мужских персов обычно делают так, чтобы они чувствовались сильными, а женских, чтобы быть сексуализированными. И это очень большая разница, и это очень влияет на нас. Потому что даже если ты не чувствуешь, что условное пассивное курение тебе вредит на постоянной основе, оно не перестает быть для тебя вредным из-за твоего непонимания этого. Глядя на мужиков, тут мы не увидим странные, сломанные, неудобные позы, не увидим чулочки, трусик, бронеливчики. А тот факт, что какие-то из этих протеиновых, стрёмных, демонов с открытым торсом бегает порой, так это чуть-чуть не про объективацию, to be honest. Голый торс, гипертроферии маскулинности и оскала для пафоса — это не то же самое, что вырез до пупка, чтоб сисечки красиво подчеркнуть и камера застрявшая задница. Уж не знаю, готовы ли вы к этому разговору, но такие модельки в большинстве своем нравятся именно самим мужикам, нежели женщинам. Может, там пары-тройки заходят, конечно, но у кого из знакомых девочек я лично не спрошу, поверьте, у них совсем другие рамки того, что им нравится, включая меня. Зато вон в комментариях, когда зайдешь, в обсуждениях посмотришь, а мужики ссутся по этим мега накачанным моделькам других мужиков. Что смешно? Это когда в играх делают реально хоть, немного привлекательных для женщин персонажей, типа там Лиана, Астариана, мальчиков из Love and Deep Space, то они ноют, как вон в меме этом. Или, как в случае с Астарианом, что я лично, например, знаю, так это создают ему мод, чтобы штанишки слишком зад не обтягивали, хотя, ладно, они на самом деле не особо обтягивают, окей. Или ноют, встретив его в самой игре, что типа: ой, фон, такой манерный гей, я его вообще вначале убил и в отряд не брал. Да, я таких знаю лично. Это типа...
Это грустно. Короче, брутальных качков обычно делают мужики для мужиков, это мы поняли. В интернете нашла парочку переделок мужчин, которые не то чтобы сильно приближают их модельки к женским, но, по крайней мере, показывают чуть лучше, насколько это было бы нелепо и насколько отличаются стандарты. Там я еще слышала, что мужчины в этой игре попы слегка увеличили, чтобы они не были такими плоскими. И я такая, интересно, надо посмотреть. А потом я вижу это. Ну, правда? Серьезно? А еще раз такой разговор зашел, то покажу вам ранние версии персов, которые разрабы показывали сами. Они хотели сделать в такой стилистике, мол, более мрачно, но даже тут очень... О чем я? Не очень, а еще сильнее заметна разницу между дизайнами. Ну, ладно, просто посмотрите на это, что это вообще такое? В любом случае, я тут на самом деле пришла не для того, чтобы с вами мужиков обсуждать, если кому-то нравится, не нравится, окей, конечно, ваши дела, я как бы без наездов, можете делать что угодно. Можете делать что-то, чтобы, избавить мужчин от чрезмерной сексуализации. Прежде чем кто-то начнет что-то говорить о том, что в комиксах тоже дизайны похожи, они там тоже плохие, следует отметить, что существуют обязанности и выбор, которые делают создатели, когда создают что-то для общества. Они существуют. Извиняюсь. Да, в старых комиксах у женщин был один костюм на всех, типа кусок латекса. И это плохо. Это было плохо тогда. Это плохо по-прежнему сейчас. Только вот сейчас проблемы комиксов стараются исправлять, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, в фильмах по ним точно. Потому что женщины сами стали говорить больше, что не может не радовать. И проблемные представления прошлого адаптируют иначе, потому что то, что считалось нормальным тогда, сейчас таким не является, слава богине. Также практикуется исправление прочих сексистских, гомофобных и расистских изображений, потому как многие стали понимать, что люди влияют на других людей, и главное, как они на них влияют. И если ты не понимаешь этого, то тут два варианта. Либо ты относишься к тем самым привилегированным классам, и группам, поэтому ты не понимаешь, либо ты пока боишься или не хочешь открыть глаза, что в принципе я могу понять. И вот мы имеем Marvel Rivals и подобные им штуки, которые вместо того, чтобы придумать что-то новое, интересное или исправить уже проблемные ошибки и конструкции, они просто подкрепляют это и усиливают. Кстати, про исправление. Уже довольно давненько я видела в фем-сообществах, как обращали внимание на комиксы и изображения женщин в них, обговаривая эти моменты и делая множество артов, экспериментов, переделок, как это было бы в жизни. Специально для этого случая я нашла арты, которые делают мужчин из комиксов в позах женщин из этих же комиксов. И это настолько нелепо, насколько абсурден и тот факт, что к женщинам, нарисованным так изначально, у многих вопросов нет. Но если сделать наоборот... А вот тут мы видим женщин, что решили повторить те позы из комиксов в реальности. И как мы заметили, с реальными телами это так не работает. Извернуться подобным образом либо просто не получится, либо получится с трудом. И, конечно, в комиксе в любом случае это не выглядит анатомически верно. Плюс потом некоторые из них также отфотошопили свои тела, чтобы приблизить их к изображениям на рисунках, и это неудивительно тоже выглядит жутко. И типа, окей, может быть авторский стиль или неумение в анатомию, я понимаю такое, но то, что делают с изображениями женщин, это просто про сексуализацию. Если бы было иначе, то не было бы всех этих жутких стринг, бронеливчиков или прочей недоодежды, и не было бы акцента на грудь и зад, как и выпячивание ионных исключительно у женщин. И уж если бы и скидывать на стиль, то такое было бы у всех подряд, без разбивки на половую принадлежность. В принципе, наверное, я все сказала по этому поводу, и просто so you know, дальше мы будем рассматривать игру вне контекста комиксов. Теперь к главному, почему я тут. Мальчиков не обязательно сексуализировать, чтобы убедить нас играть, да, но если это делают с девочками, то это нормально. Так считается, к сожалению. В игры играют все, но только одна конкретная группа подвергается этому. Звучит честно? Кто скажет, да, сразу на выход, что вы вообще тут делаете? Так вот, отвечая на вопрос, это потому что женщины одна из маргинализированных групп. И мы можем увидеть, что у всех женщин в игре одинаковый тип телосложения, кроме двух, окей, но там тоже свои проблемы, по-своему они сексуализируются. И про Пенни Паркер, про одну из девочек я отдельно в конце упомяну, потому что... Да. А вот про девочку-белку можно, в принципе, немного добавить. В целом, при ее типе телосложения талии у нее должно быть больше. Про всякие текстуры кожи и прочее не буду упоминать, наверное. Ну, я так поняла, они пытались сделать ее около пухленькой, но хз. Даже если сделать вид, что она норм выглядит по дизайну, они обязаны были вставить в ролики, что камера проезжает по ее телу или вот этот ракурс с попы. Я не удивлена, в принципе. Вообще, меня изначально спрашивали за Эмму Фрост, так что давайте уделим ей парочку минуток.
Первый кипиш был насчет того, что они ей сделали большие ляжки. Одна группа людей была рада, восхваляя ее бедра. Я видела довольно много комментариев и обзоров в Стиме, где именно за нее, мол, пишут «играть сложно, одной рукой, задуши меня ногами» и прочий подобный кринж. Другой лагерь были те, кто кричат о меньшей привлекательности Эммы, потому что у нее как раз не маленькие ляжки. Сейчас вряд ли я найду эти комментарии, но я видела даже, как кто-то писали, что разрабы, мол, специально делают ее менее привлекательной. И это на самом деле так смешно. Вся игра насквозь пропитана желанием привлечь аудиторию то ли школьников, то ли просто тех, кто мало женщин в реале видели. И буквально все для них сделано, но даже тут умудряются кричать о воукнутой стиле недостаточной привлекательности женщин. Ладно, про волк я не шучу, кстати. Вот видите вот это. Существует такой сайт, где у множества игр есть рейтинг воукности, и там типа полностью воук, слегка воук, и пропаганда отсутствует. Кстати, маленькое отступление. Я думала потом сделать небольшую рубрику по их геймлисту и погласить вместе, что у них там есть, обсудить почему да как. Можете написать в комы, хотите ли вы вообще такое. Итак, в этом самом воук-листе есть Marvel Rivals. И знаете что? Он считается воук. Прям вот воук, даже не немножко. Там что-то про свободу слова и политические штуки, но все равно довольно смешно, что даже в игре для них они же все равно вносят их в повесточные. Если вы думали, что я ущемляюсь много, просто зайдите на их список, вы прозреете, правда. Там, по-моему, есть даже... Господи, там и Skyrim. Чего там только нет, если честно. Ладно, дальше про ту же Эмму. Второй момент после бедер, почему был кипиш, это ее новый скин, вот этот самый. Мне нужно объяснять, что тут не так. Этот скин величают самым сексуальным скином в игре, и мне немного страшно и грустно, что люди реально не понимают разницы между сексуализацией и сексуальностью, потому что, ну камон, полураздеть женщину, сделать миллион вырезов, обтянуть во всех мыслимых и немыслимых местах — это не про сексуальность, окей? Сексуальность, более того, возможно, я кого-то удивлю, можно показать и через закрытую одежду, даже не через одежду, через взгляды, действия, эмоции, уверенности, даже слова. Знаю, в наших реалиях сложно за кучей того, что нам тыкают под соусом сексуальности, понять, что это не о ней, но это так. Ладно, я не думаю, что хочу еще говорить про этот скин что-то. Кто понимает, те понимают, а я и так сказала достаточно. Пройдемся быстренько по другим женщинам и их скинам. Мы можем заметить, что все они поголовно либо имеют скины с полуобнаженкой, либо выглядят очень неудобно и неуютно. Еще один смешной момент — это физика груди, точнее ее отсутствие. Меня в азиатских играх всегда дико смешит вот этот вот желейный, неопознанный летающий объект, который тупо парит плавно, медленно, в непонятных движениях, совершенно неуместно. У меня складывается иногда ощущение, что груди такие типа: «Хей, сис, давай-ка раскачаем этот долбанный зал, покажем всем, что мы не из жилистой и жировой ткани сделаны». Я понятия не имею, почему они так странно дергаются, простите. Еще этот ужасный момент, что у всех женщин буквально гиперлордоз поясничного отдела. Это вообще не веселая, не классная штука. Либо они вот эти пришельцы из мультика под прикрытием. У меня в голове сразу с ними ассоциация. Кстати, вот с этой парочки я тоже смеялась. Просто вы их видите. У чела буквально только дизайн плаща, женщина в костюме в обтяжку с нелепой анатомией. При этом всегда все латексные костюмы так странно грудь облегают, будто они не прижать должны ее сильнее. Там специальный какой-то отдел под каждую, чтобы поместить туда, и оно облепило вокруг. Еще рандомная инфа. Я заметила, что вот эти три женщинки очень похожи по всему буквально. Я не знаю, столько вопросов к дизайнам, ни одного, ответа. Вообще меня так вшторило после просмотра всего этого, что я, наверное, дизайнами решила косплей сделать. Вот, например, любой мужик отсюда, а вот любая женщина отсюда. Извиняюсь, волосы не распускала, не красилась особо, еще бронеливчик и латекс не нашла, my bad, но сильно меня поплавило, конечно. Возвращаясь к теме однообразия тел, мне было скучно, я решила, а давай-ка я возьму парочку рандомных мужчин и женщин из этой игры и сделаю по-быстрому обводки тел. Плюс там еще соотношение головы, туловища и бедер ног, но обводила их, как вы поняли, ровно по телам людей, стараясь по возможности избегать всяких плащей, большой брони и тому подобное. Просто вот тело и тело. Так, в отличие от мужчин, которые получают разные всевозможные формы, там прямоугольник, ромб, квадрат, прочее, женщины у нас строго по одному типу, песочные часы. У них осиная талия, жутко длинные ноги, там много непропорциональностей, конечно, но эти ноги. Помните, я говорила, что старалась избегать всякой брони и прочего, только тела. У женщин это было сделать очевидно легко. Даже если у них есть какой-то условный плащ, то они все равно ходят в обтягивающих латексных костюмах или просто боди без дополнений или деталей. Кстати, я специально выделяла грудь женщин ровно так, как это делает их одежда, и выглядит нелепо снова же. Вот с мужчинами было сложнее. Их тела были в большой броне или костюмах, закрыты большими щитами или оружием с добавлениями ремней и прочих аксессуаров, которые тут и там закрывали тело и делали модельку менее понятной в плане, где там тело, где предмет одежды. Честно, я пока вот этим занималась, единственное мне в голову лезло с телами женщин — это Винкс. Вот у них тоже такие тела, всех мега худенькие руки, длиннющие ломаные ноги, талия с мою шею. Дальше снова возвращаемся к самой игре.
Я протестила всех, кто там есть, и почти все женские модельки до смешного нелепо бегают, прыгают или стреляют. Одна ножку при стрельбе поднимает, другая целится максимально кринжово, третья при прыжках приземляется или стоит так, будто у нее ноги сломаны. Они меня слегка попугали, если честно. Нет, таких нелепых поз и прыжков у мужиков не было. Вставлять я не буду, я и так много показала всего. Остановимся на том, что вы мне верите. Следующее, с чего я поржала, это всего тех, кто не люди или не имеют человеческую форму, 6 штук. Из них 5 мужского пола, 1 женского. И причем та одна как бы имеет человеческую форму, так что тоже, если брать именно по наличию гуманоид, не гуманоид, или выглядит ли близко к человеку, то существ женского пола таких выйдет 0. Итак, у нас есть Грут, Каменный человек, Веном, Енот и Акула Джефф. У них всех обычные скины, без бронеливчиков, очевидно, трусов или каких-то странных причиндалов. А вот Магик, что имеет демоническую форму и... Сюрприз, даже в этой форме она, бляха, в бронетрусах. Еще пунктик не смешной, это про накачанность рук и ее отсутствие. Я специально посмотрела всех, кто носит луки, большие пушки, молоты, щиты. Конечно, все мужчины с этими видами оружия, они либо огромные, либо, имеют большие бицепсы. А все женщины, вы видите, они очень щуплые. Магик вовсе со здоровенным мечом, какое тело постоянно носится, при этом руки щепки. Просто как бы раз вы уже взялись одним людям, кто ведет бой с тяжелым оружием, делать накачанные бицепсы, то и другим нужно, нет? Так, а сейчас я задену одну из мега-бомбящих тем сексуализации у подростков и детей. Мы с Мисси на эту тему горели уже вместе, раньше вдвоем. Наверное, об этом можно гореть вечно, в принципе. Тут у нее на канале тоже есть видео про Marvel Rivals, там все по факту сказано, так что я очень советую. Итак, это одна из героинь игры в комиксе Пенни Паркер. Она школьница, которой 14-15 лет, и, как мы видим, она вполне себе имеет нормальный дизайн, как для подростки. И вот она же в игре. В игре, где внутри самих игровых сессий мы ее даже не видим, потому что бегаем за робота, но в выборе персов она как бы есть. Хотя даже в тех же эмоциях она тоже не показана, только ее робот снова же. Это делает ситуацию, как по мне, еще более странной, потому что вы решили добавить сексуализацию ей, но увидеть ее это можно только в менюшке и, видимо, в трейлерах, на что, подозреваю, был расчет. И типа... Я даже не хочу сейчас говорить о том, что посмотрите на разницу между ней в комиксе и в игре. Давайте просто про игру. Уместно ли делать девочке 14-15 лет обтягивающие боди, которая впивается ей в зад? Очевидно, нет. Уместно ли добавлять ей лордоз спины? Тоже, очевидно, нет. Но это, блядь, есть. И смешно, что люди в сети ведут споры на эту тему, и даже те самые, кто топит за сексуализацию, заметили, что тут что-то нечисто. Я не понимаю, почему разработчики думают, вообще в целом, любые разработчики, не только этой игры, что они могут добавить ребенка, но не сказать, не уточнить, сколько ей лет, или добавить, что ей уже 16-18, будто бы это что-то меняет. И типа, хи-ха-ха, мы сняли с себя ответственность. Нет, вы не сняли, нет. Мне просто горит. Если вы сделаете модельку ребенка, скажете, пытаясь оправдаться, что ей на самом деле какие-то 18, 25, а то и все 100, а хоть 1000 лет, это не меняет положение дел, вы понимаете? Почему это нужно объяснять? Какого хера нужно объяснять, что попытки обойти возрастные ограничения на персонажках, которые выглядят как дети, но имеют на себе объективацию и сексуализацию, это не норма. Это реально так сложно? Нет, просто вот зачем? Зачем ей нужно было делать это всратое бади, которое обтягивает все? Они реально не могут сделать нормальные, интересные дизайны без объективации? Они правда думают, что их игра настолько посредственная и неинтересная, что для привлечения внимания к ней нужно выкатывать как можно больше голых тел или стрёмных, ненастоящих анатомий еще и на всех подряд? Вы не можете продать игру ничем, кроме голых или в штанах в обтяжку жоп? Если у них все настолько плохо, то может, я не знаю, не делать игры или попрактиковаться в создании более интересного, или хотя бы нанять людей, которые могут сделать что-то интересное. Бляха, возьмите меня, я вам такую историю придумаю, что даже те, кто go wow, go broke, будут довольны, хотя я объективировать там никого не буду, и все будет хорошо прописано. Просто, честное слово, я не знаю, что с ними не так. Страшно все это. Сейчас скажу довольно принципиальное мнение, которое не всем понравится, возможно, некоторых даже разозлит, однако в наших реалиях, к сожалению, пока я могу лишь до последнего топить за игнорирование подобного рода игр. Бесплатное? Окей. Оставили негативный отзыв в Стиме, сказали, что недовольны отношением к женщинам или их образом, или еще чем-нибудь. Платное? Высказали свое мнение где-нибудь на Ютубе или каких-то соцсетях своих, можно даже просто подруги, я не знаю, либо полный игнор. Даже играя в бесплатные игры с подобным, создается спрос.
И если вы им не платите, не поддерживаете финансово, это хорошо, но это все еще создает спрос, потому что онлайн растет, когда растет онлайн, то игра становится известнее. И за счет этого растет заинтересованность, обсуждение, узнавание. И там уже по причинно-следственным связям это все равно значит, что игра получит прибыль. В условно-бесплатных играх все зависит от онлайна. Проблема в том, что многие думают, что это типа от моего голоса ничего не будет, но вот из таких капелек и создается море, потому что если просто делать что-то или не делать, скидывая на то, что ваши усилия не помогут, они реально не помогут. Это в этом парадокс. Другая группа людей будет настаивать на том, что им интересен геймплей, но, поверьте мне, я понимаю, мне самой интересен геймплей, сюжет, механики некоторых игр, в которых есть сексуализация, но я выбираю в угоду своим желаниям принципы и то, что будет лучшим выбором в масштабе. Не для всех игр есть какая-то альтернатива, да, но касаясь конкретно вот этой игры и многих азиатских вообще, она есть. Есть альтернатива Marvel Rivals, блин. Я не знаю, в этой игре ноль уважения к героиням, в целом к женщинам реальным, здравого смысла тоже там немного. Ни стилизации, ни ностальгии, просто кринж. Ух. Ладно, у меня под конец уже мозг плавится, я еще все это писала неделю, чтобы вы понимали, потому что я постоянно садилась и начинала писать, и у меня был нескончаемый поток мыслей, которые я просто не могла уложить. Я не знаю. Я умоляю, пусть этот видос попадет на нужную сторону Ютуба, к девочкам, что заинтересованы или хотя бы хотят такое пообсуждать, открыты к тому, чтобы порефлексировать или прислушаться. Господи, пожалуйста. Ну, вряд ли. Что это такое вообще? Как же удобно на каблуках прыгать, бегать и драться. Ягры было очень удобно. Жесть. Ой, как удобно приземлилась. Я не могу, очень удобно, да. О боже, что? Кто-нибудь, помогите. Что это вообще? Как это показать? Я не знаю. Это же вот так вот выгнуться надо? И это я еще как-то пытаюсь там вот так вот. И они еще приземляются такие, типа... Что это? Что это? Почему? Ну что? Так. Да, смешно. Ничего не скажешь. Что это такое? Май гад, почему она втрусила? Что это? Я боюсь ее поворачивать. Господи. Ну вот что это? Просто я не хочу вставать. У меня тут... Я тут в юбке, конечно, сидела, но типа... Они такие прям... Вот так, и вот так, и вот так. Я хз, блядь, я не знаю, у меня нет просто... Зато челы в порядке. Я не знаю, а челы стоят, им насрать, им нормально. Они просто стоят, они не делают вот этих вот стрёмных поз. Ничего. О боже. Эти прыжки. Она еще так стоит смешно, когда этим мечом машет. Она такая расставила, стоит. Я хз. Не знаю. Я не знаю, мне весело. Мне забавно очень. Зачем она ножку приподнимает, когда стреляет? Я боюсь за ее поясницу, она меня пугает очень сильно. О боже. Почему? Что это такое? О май гаш. Почему они вечно бедрами странно еще так колышат, типа... Я не знаю, у них настолько ломаные тела. Это грустно. Настолько ломаные тела, боже. Я не знаю, сколько раз за все это время, что вы это смотрите, я сказала «Боже, Господи». Я просто решила, что давайте-ка я сейчас вместе с вами еще посмотрю и запишу свою реакцию на вот это вот все. Это как бы... Считайте, это дополнительная мера. Не знаю, насколько вам нравится смотреть на мои реакции, или, в принципе, на реакции, но она есть. Почему вот эта вот женщина-невидимка, она... Вот покажите еще раз, можно? Ну вот что это за эмоция вообще? Дайте мне, пожалуйста, место. Вот просто я не то чтобы хотела бы вставать, я еще тут
в юбке, но как бы она просто такая, типа, я не знаю, вы меня слышите, я надеюсь, она такая, типа... Что за нахер? Я не знаю, извините, у меня просто дико сгорело уже. Наверное, вы поняли. Ну, короче, да, это пиздец. Ладно. Если вы смотрели этот момент, то я вам сочувствую. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, тоже нормально. Всем пока.